Это пение приходит из духовного мира, оно полностью духовно. Иначе как было бы возможно? Иногда так называемые йоги говорят, пение Хари Кришна мантры и пение Кока-Колы — это одно и то же. Все равно, что петь. Это такой негодяй, он говорил подобные вещи. Хари Кришна мантра не является вибрацией из материального мира, но те, у кого нет знания, думают, что это такое, в чем смысл этого Хари Кришна, Хари Кришна. Но мы можем видеть своими глазами, что мы можем продолжать петь Хари Кришна день и ночь, и тем не менее мы не устанем. Но если вы возьмете какое-то материальное имя, вы устанете уже после 3-кратного повторения. И это доказательство. Вы можете петь Хари Кришна день и ночь, и вы не устанете. Преданный, он не может не проповедовать. Согласны? Поскольку как только мы, вспомните, получили хоть какое-то знание о душе, о самосознании, карме, реинкарнации, что нам захотелось? Да рассказать это кому-то, поделиться этим, правильно же? То есть как только мы получаем какую-то часть сознания Кришны, мы сразу же вовлекаемся в процесс передачи этого знания. И какой эффект? Мы чувствуем вдохновение, мы чувствуем энтузиазм, мы получаем больше знания. Так же? И больше хотим передавать. Вот это и есть сознание Кришны, что мы становимся проводниками этой трансцендентной энергии, проводниками знания, да? И результат в том, что просто преданные чувствуют счастье. И по сути им больше-то особенно ничего не надо. Они чувствуют, как они связаны с Богом, они чувствуют свое полное наполнение, реализацию. И хотят больше и больше и больше рассказать о Кришне, чтобы люди соприкоснулись с Ним, начали свой путь тоже духовный. Сознание Кришны — это вот все те, кто хотят рассказать о Кришне. И видите, у нас одна большая организация, могущественная. Может быть, каждый занят какой-то деятельностью. Кто-то пуджари, кто-то проводит образовательные программы, кто-то организует киртан-мелы, кто-то строит храм. Если мы все находимся в настроении, что мы хотим рассказать о Кришне, осветить вот эту вот науку духовную, прославить Его и распространить Святое Имя, мы все становимся одним общим организмом. Как говорил Шрила Прабхупада, проповедь — это наша суть нашего движения. У нас все основано на проповеди. И даже формула 16+4, которую Шрила Прабхупада оставил нашему обществу, каждому завещал повторять ежедневно 16 кругов Святого Имени и выполнять 4 регулирующих принципа, она звучит как 16+4 плюс активное участие в проповеди. То есть проповедь — это суть нашего движения, и поэтому если мы проповедуем, если мы участвуем в миссии Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, то приходит милость и сила духовная для того, чтобы мы могли продолжать свою практику преданного служения, для того, чтобы мы могли дальше распространять и Святое Имя в том числе. И основой в проповеди, как я вижу, это все-таки является распространение Святого Имени. Потому что это юга-дхарма, этот метод рекомендован Господом Чайтаньей, установлен как основа и как единственный метод и способ поклонения в нынешний век Кали-юги, для людей Кали-юги. То есть он настолько, этот способ, адаптирован и милостив, что с помощью него может прогрессировать буквально каждая джива. И даже те, кто просто слушают Святое Имя, даже если они не могут повторять. Поэтому я считаю, что Святое Имя и харинамы, в которых участвуют
преданные — это не одно, а это самое замечательное и важное служение в нашей ятре. Хотя много важных служений, одно не обесценивает другое служение. Но в целом это, как я вижу, помимо того, что это непосредственно миссия Господа Чайтаньи, это также еще и как-то лицо, наверное, наше лицо в обществе, потому что люди смотрят на нас. Я, кстати говоря, сам когда-то давным-давно впервые услышал звуки Харинамы. Я еще не знал, что это Харинама, просто какие-то звуки, они мне показались привлекательными очень. И они тогда, еще в 99-м году, глубоко зашли в сердце. Хотелось, потом я даже несколько дней подряд прям ждал, хотел, чтобы увидеть еще этих странных людей каких-то. Как-то так, первая реакция, она может быть разная у людей. Но в целом Святое Имя способно проникнуть так глубоко в душу, в сердце человека и что-то там такое оставить, что впоследствии даст свои плоды, и уже эта джива, она не сможет, скорее всего, она не сможет быть или жить просто прежней жизнью. Что-то ее будет влечь, как-то ее будет Господь привлекать с помощью своей энергии, своего святого имени. Хотел сказать несколько слов о важности проповеди и, в частности, повторения святых имен на улицах. И, с одной стороны, это кажется нам чем-то обычным. Мы поем дома, мы поем в храме, мы поем на программах. Но петь на улицах — это что-то другое. Потому что на самом деле мы это делаем для себя. Не для того, чтобы просто выйти и потанцевать, и попеть. Хотя это тоже неплохо. И Господь тоже будет рад, если мы поем Святое Имя, танцуем. Но если мы это делаем в настроении Господа Чайтаньи, давать это Святое Имя другим, то случается на самом деле чудо. И проповедь, она имеет особенность, любая проповедь. Пение святых имен на улицах, либо проповедь, связанная с другими формами преданного служения. Но важно именно то настроение, с которым к этому подходим. Мы можем это делать как форму ангибхакти, просто для собственного очищения. Но когда мы это делаем, думая о благе других, то случается то самое чудо. То есть в сердце что-то меняется, и ты видишь, что если это Харинама, что если ты очень настроишься, если ты проникнешься этим настроением Господа Чайтаньи, ты увидишь, что вместе с тобой идет Господь Чайтаньи, реально танцует Господь Нитьянанда. И бывает, что если ты правильным образом настроишься, то до мурашек пробирает, насколько это явно. Просто мы не можем видеть, потому что наша, сонастройка не всегда подходящая. Но если мы настраиваемся на эту волну, то случается это чудо, и тогда мы можем увидеть, какой переворот на самом деле это оставляет в сердцах тех, кто слышит Святое Имя, получает книгу, присутствует на каком-то служении, связанном с Богом. И поэтому очень важна именно эта позиция. И поэтому, чтобы почувствовать важность проповеди, важность воспевания святых имен, важно общаться с преданными, у которых есть вот это внутреннее чувство. И тогда вы будете... Никогда это не станет рутиной. Когда не нужно будет убеждать в важности этих храм-бхакти. Ты просто будешь желать, стремиться, хотеть бежать туда, где Господь Чайтаньи Нитьянанда. В своем сердце я всегда выражаю большое уважение и кланяюсь преданным, которые воспевают на улице. Потому что в конце концов только Святое Имя по-настоящему спасает людей, у которых нет ни врожденной, не может быть даже приобретенной квалификации для того, чтобы практиковать по-настоящему духовную жизнь. Поэтому Святое Имя в этом смысле наше все. Ну а те преданные, те люди с большими сердцами и львиными сердцами, со смелыми сердцами, которые делают это на улице,
воспевая святое имя Господа и распространяя книги, это особая категория. Это любимчики Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды. Они стоят за ними, они через этих преданных проповедуют. Поэтому человек, который услышит святое имя, хотя бы единожды, хотя бы как-то среагирует, неважно как, он получит огромное духовное благо. И, соответственно, наоборот, если мы не будем проповедовать, если мы не будем воспевать, то и мы начнем заболачиваться, да, и начнем неизбежно и незаметно, к сожалению, переходить в категорию такой еще одной религии в этом мире, где будем бороться за место под солнцем, за спасение, за уют какой-то и комфорт. Я присоединился в начале развития движения в Советском Союзе. И поэтому я застал еще этот дух Шрилы Прабхупады, когда все было построено вокруг проповеди, Харинам и святого имени. И практически больше ничем преданные не занимались, но, может быть, еще поклонялись божествам. Вспоминая эти времена с огромной теплотой, я пытаюсь сохранить этот опыт в себе, чтобы не отклониться от него спустя годы, спустя десятилетия. С какой точки зрения ни посмотри, если мы хотим развиваться, если мы хотим углублять наши взаимоотношения с преданными, с духовным учителем, с Шрилой Прабхупадой, с Господом Чайтаньей Нитьянандой, с Радхой и Кришной, мы не можем не следовать духу нашего ачарьи, поэтому мы должны проповедовать. Мы должны распространять книги Шрилы Прабхупады, делиться этим знанием с людьми очень смиренно, без гордости и давать святое имя. И так как святое имя не отлично от Кришны, оно сделает тот переворот в сознании, который по большому счету ищет каждая душа, но просто не знает где из-за невежества. И для того, чтобы мы могли делать это убедительно, должны с нами происходить определенные трансформации. Мы должны быть счастливы, живя сознанием Кришны, живя проповедью, живя этими ценностями. Это то, что вдохновит любого. А также мы должны научиться сотрудничать, что не только я иду к Кришне, не только я лучше других, потому что знаю что-то, понимаю что-то, повторяю больше кругов и так далее. Мы идем. Вся слава Санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся там за долгие годы. Могут все участвовать в этом служении. Любой человек может просто прийти, идти рядом, просто слушать, если может воспевать, если может танцевать. Она мне дает очень много, все дает. Она мне дает общение с преданными, она мне дает святое имя, она мне дает возможность увидеть души, которые привлекаются святым именем. И может быть даже, знаете, иногда замечаю, что даже в какой-то степени люди, которые слышат святое имя первый раз на улице, в какой-то степени даже привлекаются порой больше, чем я. И ты когда на это смотришь, думаешь: о Господи, этот человек привлекся еще больше. И это вдохновляет дальше выходить на харинамы. И вдохновляет смотреть, как преданные поют, танцуют, распространяют книги. И опять-таки этого хотел Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли святое имя. Даже мы можем порой не замечать, какое благо получают и они, и мы. Потому что это невероятнейшее событие. С харинамами входит сам Господь Чайтанья со своими спутниками. И они всем своим бытием проникают в сердца к этим людям и сажают им ростки бхакти, которые постепенно будут вырастать. И видя, насколько люди радостные, насколько они живы, насколько они общительны, они понимают, что с этими людьми можно общаться, с этими людьми можно дружить, с этими людьми можно чем-то заниматься совместно. И та доброта, которая исходит из преданных, она растопит сердце любого человека. И вот это самое ценное, что может получить каждый человек во время харинамы. И нет другого пути. Харинама – это смысл жизни. Вот для меня харинама – это смысл жизни. Без харинамы я жить не могу. Это просто то, что меня спасает вот в этом мире. Я это почувствовала с первой секунды, когда мы увидели харинаму. Как говорят, вот увидел и пропал.
Вот это было про меня. И я очень благодарна преданным, которые поддержали меня. И этот вкус, он развивался дальше. Я очень надеюсь и очень молю Господа, чтобы этот вкус не пропадал. То, что я ощущаю, когда я воспеваю святые имена вместе с преданными на Харинаме, для меня это ни с чем не может сравниться. Да, есть киртаны, киртан-мелы, там бхактиврикши, намахаты, воскресные программы. Но Харинама — это какое-то особое ощущение. В Харинаме я настоящая, вот все слетает. Ну вот ты просто приходишь, и не надо ничего придумывать, не надо из себя ничего строить. Ты просто поешь для Господа, просто танцуешь для Господа. Самое простое, что можно делать, петь и танцевать. Причем это настолько радостно, настолько такое счастье в сердце ощущаешь, что, ну вот как вы говорили, это заразительно. Это, ну, это как огромный большой праздник в жизни. Только людей они увидят Харинаму, они услышат святые имена. Они сейчас почувствуют вот этот вкус. Господь Чайтанья настолько милостив, что он прему раздает. Когда идет Харинама, и мы воспеваем святые имена, все, кто слышат, все, кто видит Харинаму, они вот эту искру премы они получают в сердце. Причем это может быть какое-то мгновение, человек может просто раз, ну, он услышал, прошел и все, он может не остановиться и ничего. Но вот на каждого по-разному действует. Кто-то начинает сразу радоваться, кто-то улыбается, кто-то начинает пританцовывать, сразу повторять святые имена, кто-то может просто в ступор впасть. Он просто стоит и ничего не может понять, что происходит. Вот он не может и уйти не может, и оторвать взгляд не может. Это вот так вот действует милость Господа Чайтаньи. И тогда я понимаю, что вот сейчас вот это волшебство, оно происходит, что вот сейчас Господь Чайтанья, он благодаря тому, что преданные выходят на улицу, они получается, всю панчататтву, через них она выходит вот на улицы нашего города. Он участвует в духовной жизни. То есть в будущем это на него скажется положительно. У него есть возможность коммуницировать, если он идет с нами очень долгое время и воспевать святые имена. И это делает его детскую жизнь намного разнообразнее, и намного целостнее и полноценнее. Потому что ребенок мало воспринимает, допустим, философию, не воспринимает он там какие-то более серьезные вещи, да? Но зато прогулку, как Харинам, пение там, он воспринимает. И тем более там кормят просаду. Сейчас он доволен, ему нравится это. Самое главное, что ему нравится. Я не знаю почему, мне это нравится. Я вот готов быть в Харинаме, слушать. Мне нравится все Харинаме. И сам процесс, да, воспевания. И как матаджи танцуют. Мне нравится, как люди реагируют. У меня было впечатление, что я плыву на каком-то большом красивом корабле, который радостно по серому миру темному, где люди ходят такие не улыбающиеся. А потом все радуются, и люди начинают. Для меня видится это как хорошая возможность провести вместе время с семьей и поучаствовать в проповеди, в миссии Господа Чайтаньи, потому что это самое главное, чтобы мы не только на себе зацикливались, на своей семье, там, на своем быту, на своих проблемах, но также, чтобы у нас была возможность выходить и участвовать в миссии, распространять знания. И когда чем больше людей на Харинаме, тем она воспринимается как-то более серьезно, можно так сказать, что много людей, когда все красиво одеты. Когда мы видим Харинаму, мы так часто пересекаемся, а мы всегда стараемся какое-то время пройти вместе с Харинамой, в знак уважения. Мы очень счастливы, что получается такая возможность, что мы встретили Харинаму. Харинама — это действительно лицо движения сознания Кришны. Вот. Преданные представляют в социуме и несут добро, любовь. Это доспехи. Это доспехи харинамщиков, преданных, которые несут служение Господу Чайтаньи. В этом служении мне нравится, что
идет серьезная проповедь и энергия сострадания к обществу. Меня это лично вдохновляет. Чувствую, что участвую в миссии, что со мной такие же люди по настроению, друзья. Преданные, когда, допустим, находятся на каком-то другом служении, проходя совместную, как деятельность, проводя вместе время, они как-то соприкасаются. Но когда ты на Харинаме вместе с преданными это делаешь, то соприкосновение происходит лучше. В ситуациях, в холоде, во внешних обстоятельствах, разная реакция людей. И все это объединяет преданных еще лучше. Вот на Харинаме. Потому что там уже действие в социуме, там уже, где больше может быть опасность. Дорогие преданные, я думаю, что нужно попробовать прийти на Харинаму и почувствовать, что это такое. У каждого преданного может быть свое настроение, какую роль он хочет выполнять в обществе преданных и вообще за ее пределами. Вот, допустим, просто харинамщики — это активные такие деятели, они представляют сознание Кришны на улице, в социуме, прям напрямую, и потом еще, может быть, им приходится и рассказывать, и проповедовать. Вот, поэтому я бы посоветовал попробовать прийти на Харинаму. И как у меня произошло? Я пришел, чтобы поддержать Харинаму, чтобы я шел с ней и приглядывал за этим шествием. А получилось так, что с первого дня я оделся, пришел, услышал и пошел. И все, больше никогда не смог ее пропускать. Пропускал только по уважительным причинам. То есть, пока ты не попробуешь, не поймешь. Они тоже заслуживают святое имя, потому что они тоже заслуживают доброту, любовь, позитив. Допустим, если человек идет по городу, и вот, если посмотреть на нашу улицу, ты можешь пройти какую-то улицу, никто никогда не улыбнется, никто тебе ничего не даст, не подарит. То есть ты как будто в этом мире чувствуешь себя одиноким и брошенным. Тебе даже может никто не улыбнуться, а может даже плечом зацепить. Это же Ростов-на-Дону. Вот, но преданные, несмотря на это, несмотря на все, они вот это подают надежду людям. И вот люди, когда видят это, в каком бы настроении они ни шли, они все равно отреагируют хоть как-нибудь, но отреагируют. Вот. И у многих людей зачастую видно, что это происходит. Их душа откликается очень сильно. Вот. И поэтому это людям нужно. Это большая польза, потому что у людей остается надежда на то, что любовь, доброта, сострадание, человеческие качества еще существуют. А мы, преданные, стараемся попытаться нести божественную любовь Господа Чайтаньи Махапрабху. Харинама Санкиртана Яги — это проповедь, которая стала для меня важной миссией. Как миссия у Шрилы Прабхупады была, да, так она стала частью моей тоже жизни. Маленькая толика сострадания, которая, как мне кажется, Шрила Прабхупада передал мне, она живет в моем сердце теперь. И когда я вхожу на улицу и пою святое имя, я чувствую себя в семье Шрилы Прабхупады. Это моя дакшина ему, моя благодарность ему за то, что он меня спас. Как расти нашему движению и как Харинаме становиться более яркой, более сильной такой, как элемент проповеди. Я считаю, что здесь важным элементом является объединение всех людей, которые у нас есть в ятре, чтобы все департаменты, которые есть, и все люди, которые так или иначе сопричастны, да, к служению Господу, они объединялись и сотрудничали, развивали отношения, чтобы мы в департаментах чувствовали вот эту как бы твердое плечо, вот эту основу, когда мы можем действительно положиться друг на друга, понимая, что мы все вместе можем быть сильными, заряжаться вот этой энергией проповеди, которая на самом деле как бы является нашей главной жизнью и главным наставлением Шри Чайтаньи Махапрабху. Харинаме
моя способность петь увеличивается, становится больше, чем моя способность петь в комнате. Представляете? Какие-то полномочия выдаются на тот период, когда я иду и пою. Я чувствую, что это не моя тема вообще, история не моя. И она есть. Я говорю: очень, Господь читания, Господь лейтенант, спасибо вам большое. 100 участников, я рада с этой милостью вот так бегать, к обусловленным душам, говорит: пожалуйста, возьмите печенечку, послушайте. То есть, понимаете, надо просить. В такой позитивной, доброй ноте мы можем собраться вместе, сделать что-то для Шрилы Прабхупады. Все привлекаются разными какими-то аспектами. Меня привлекает медитация. В харинаме можно погрузиться, соприкоснуться, попытаться, по крайней мере, с святым именем. Наука сознания Кришны — это естественное состояние души, это знание уже внутри души есть. То есть это не что-то инородное, мы не привносим что-то новое. Это то, что естественно для любого живого существа. Если кто-то очень подвижен, энергичен, пожалуйста, приходите танцевать. Если у кого-то есть какие-то вокальные способности, пожалуйста, приходите с нами петь. Если кто-то чувствует ритм, можно играть на музыкальных инструментах. Если кто-то чувствует, что у него неординарные способности в приготовлении прасада, пожалуйста, готовьте прасад на харинаму. Это тоже совместно. Можно делать это совместно, можно приходить вместе, готовить вместе. То есть это общение. Сейчас очень мало личного общения. Ходите, вы увидите живых, преданных. Харинама — это процесс восстановления моего естественного состояния. Когда мы проповедуем на улице, воспеваем имена, распространяем книги людям, да, мы живем на самом деле, это жизнь. Это говорят в основном все великие известные проповедники говорят. Вот. Можно сидеть дома, да, изучать книги про Прабхупады, да, можно слушать лекции, но все равно вот чего-то не достает, такое чувство, что я должен что-то сделать, я должен дать Кришну другим. И когда выходишь, ты в это состояние погружаешься, и ты чувствуешь, естественно, деятельность своей души. Деятельность души, как бы она нас пробуждает, на самом деле. И это вот дает нам это вот состояние удовлетворенности и восстановления. Наше естественное состояние, в котором мы должны пребывать все время. Перестаем проповедовать, перестаем жить. Люди, они чувствуют что-то, энергию определенную такую, чистую. Они чувствуют чистоту и любовь. Я спрашиваю людей: что вы чувствуете? Такое, что я не понимаю, но я чувствую, от вас идет добро и любовь. Вот людям этого не хватает, они это ищут на самом деле. И когда они вот чувствуют, что эта энергия добра идет и любви, они просыпаются и начинают, как бы, они тоже хотят этого. Но определенные оковы им не дают за нами пойти дальше, да, следуя наставлениям Господа Чайтаньи. Это единственная возможность получить максимальное благо за столь короткий период времени. Харинама Кевалам. Да? Поэтому нужно просто отбросить все свои посторонние дела. Просто если мы захотим служить Богу, Бог все так устроит, что у нас все будет складываться само собой. И мы будем здесь. Он даст свою станцию, что мы пройдем. На самом деле, чтобы прийти на Харинаму, должна станция Бога на самом деле. Мы думаем, что мы решаем, придем, не придем. Кришна дозволяет. Достоин ты прийти или не достоин прийти на Харинаму. Если мы здесь, это уже Кришна все-таки о нас позаботился, по крайней мере. Это очень хорошо. Что мы ему дороги, мы должны это ценить и благодарить его за это. Харинама — это всегда очень необычно и очень празднично. И это такой подарок всегда, когда идет Харинама по бульвару, это всегда праздник. Матаджи прекрасно танцует, звучит музыка, звучит Хари Кришна, и это заряжает, это дает энергию и желание присоединиться к Харинаме. Ты чувствуешь себя очень хорошо, что тебя окружают твои единомышленники. Они все думают о Боге так же, как и ты. Это очень придает силы. Это великолепное служение, потому что еще Господь Чайтанья говорил о том, что санкиртана, она, значит, очень важна. А Харинама — это и есть санкиртана, это совместное воспевание святых имен Господа. Тем более, когда это происходит в городе с большим населением, то это имеет очень большой эффект, распространяется и усиливает. Большинство останавливается, большинство обращает внимание, большинство отмечают необычность. Понимаете, вот единицы из большинства, они подходят, интересуются, задают вопросы, получают ответы и получают то
то сукритие, которое позволит им в дальнейшем решать очень серьезные задачи, прогрессировать духовно, становиться на правильный, истинный путь. Поэтому Харинам — это источник вот этого этой благости, которые люди получают от нас. Признак того, что община живет, что община действует, что община есть. И здесь, на Харинаме, на Пушкинской, это часть общины. А целое от части не отлично. Это одно и то же. Как не отличен Господь от своего имени, так и Харинама не отлично от общины. Когда преданные выходят и поют киртан, то вся атмосфера, она начинает преображаться, очищаться. Те, кто соприкасаются в этот момент с преданными, они чувствуют чувствительное воздействие этой вибрации. У них появляются положительные впечатления, которые, накапливаясь, позволяют человеку воспринять глубже науку о душе. То, насколько будет успешна проповедь, определяется не просто какими-то личными качествами людей, которые проповедуют. Успех зависит от усилия всей организации, всех преданных. Необходима практика, необходима настройка правильная, необходимо образование, храмы, где мы можем получать примеры для чистоты, где видеть высокие стандарты, где красивые божества украшены, где программы, фестивали, где есть система наставничества, где есть утренние классы Шримад Бхагаватам. Это все связано как один единый организм. Все, что нас вдохновляет, заряжает, и когда мы в таком настроении выходим проповедовать, это становится очень могущественная проповедь, очень могущественный пример для людей, что за тем небольшим количеством людей, которые поют святые имена, за ними стоит что-то очень серьезное, очень авторитетное, очень могущественное. И, конечно же, проповедь, оно является двигателем. Это то, что развивает наше общество, как делал Шрила Прабхупада, через внутреннюю энергию, то есть проповедь, внутренняя энергия, она развивает и расширяет внешнюю энергию. Появляются храмы, появляются общины, появляются преданные, появляются альтернативы этому современному мировоззрению. Святое имя — это лекарство, важно его правильно употреблять, чтобы дозировка всегда присутствовала. То есть это должно быть регулярно, чтобы производило эффект на сознание людей. И наш опыт проведения Харинам показывает, что сознание Кришны, оно действительно универсальное знание для всех людей, любого возраста, социального положения, пола, вероисповедания и даже формы жизни. Мы встречаем много детей, которые очень открыто встречают, танцуют, много молодых семей, студентов, людей зрелого возраста, которые открытым сердцем так позитивно встречают преданных, проявляют свои реакции в виде танцев, каких-то одобрительных жестов, и много пожилых людей, которые также очень тепло относятся. И Харинама — это уже и семейный праздник. Преданные всеми семьями присоединяются. У нас других проектов нет, у нас только Харинама Санкиртан. Это такой категоричный ответ. У нас есть проекты, несомненно, вы знаете, есть Индийский планетарий, например, большой проект мирового значения. Есть Гурукулы, школы, есть сельхозобщины, есть все это. Но о чем мы сейчас говорим? Фундамент должен быть, оставаться прежним. Когда вы забываете о фундаменте, начинаете переключаться на проект, на очень важный проект, возникает эфир, как Вавилонская башня. То есть мы забываем тогда друг о друге, языки смешиваются, мы не понимаем друг друга. Сколько мы здесь в России теряли сельхозобщин, сколько теряли президентов храмов, которые снимали, сколько теряли центров и храмов, сколько мы все потеряли, сколько мы все сделали. А все тысячи, сколько мы всего сделали и сколько мы потеряли, вы не поверите своим глазам вообще.
Если бы ничего не потеряли, было бы сейчас уже все. С материальной точки зрения, было бы все. А у нас до сих пор ничего. А почему так? Почему так получается? Потому что главное не это. А вы еще при этом, как сказать, еще со своим опытом, вы еще многого не знаете, не видели, может быть, в этом плане. Вы думаете, проекты очень важны, вы все так думаете. Для меня сейчас проекты вообще не важны. Но это моя позиция. Я не говорю, что они не важны. Но для меня, я на это не обращу внимания. Мне интересно, как воспевать Святое Имя. И все. Если я приезжаю в какую-то яду, впервые или там редко приезжаю, я же не успею во все вещи вникнуть, где там какие проекты, кто там, как общается. Я смотрю на Киртан просто. Если на Киртане все участвуют с радостью, хорошая яда, все хорошо, гарантия. Все будет хорошо. Пока мы воспеваем. Вместе. Громко воспеваем. Понимаете, о чем я говорю? И только имя Бога. То есть я не говорю вам не заниматься проектами. Не об этом речь идет. Просто нужно главную вещь не забывать. С большой силой внимания. Главную вещь всегда нужно поддержать равным Киртаном. Это главное. Шрила Прабхупада наполнял любые храмы, достроенные, недостроенные, любые помещения, магазинчики, счастьем, экстазом, воспевание, все. И сразу возникала идея храм купить, там построить то, сделать это. А Прабхупада снова воспевал, каждый день воспевал, постоянно говорил Бхагавадгиту, по всем храмам ездил по всему миру, потому что везде были проблемы, всюду. И везде он просто воспевая, говоря о Кришне, снимал все эти проблемы, очищал умы. Такой пример у нас. И чем бы вы тут ни занимались, скажем, в этой ядре, проповедь должна быть впереди. Нас триет. Телегу впереди лошади не ставят. Никогда не меняйте местами эти вещи. Харинама Санкиртана и проповедь. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha